Будут ли высылать украинцев домой из ЕС? Нападение террористов на суд в Стамбуле и правда ли Трамп хочет выйти из НАТО? Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самое важное и интересные новости. Борис Надеждин просит отсрочки своего снятия с выборов и ушел проверять подписи. Это, по сути, выборы без выбора. В России заставляют работников предприятий скидываться на войну. Работники всех уровней были уведомлены о необходимости написать заявление об удержании из зарплаты за январь 2024 года. Группа хакеров получила данные о стоимости шахедов для оккупантов. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, не забывайте подписываться на наш канал, это очень важно. Поехали. Всех призывного возраста граждан Украины выслать домой, предлагает бывший замминистра обороны Польши. Генерал Вальдемар Скрипчак, который ранее заявлял, что Польша может претендовать на Калининград, сейчас предлагает странам ЕС собраться и выслать украинцев домой. А я напомню, на этой неделе в Верховной Раде Украины должны рассмотреть комплекс изменений в законе про мобилизацию, фактически установить новые правила для этого процесса. В России начинают принудительно собирать деньги на войну. К примеру, работники завода «Электроагрегат» в Курске, от которых руководство требует сдавать деньги на оккупацию Украины. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления. Работники всех уровней были уведомлены о необходимости написать заявление об удержании из зарплаты за январь 2024 года суммы среднедневного заработка для нужд СВО. Это вызвало возмущение работников. Начались коллективные жалобы. Но в ответ руководство предприятия начало угрожать, предлагать увольняться или идти на войну. Такие поборы далеко не первая подобная история. В любом случае, в Центре национального сопротивления советуют работникам таких предприятий обращаться к ним. Кандидат в российские президенты Борис Надеждин попросил перенести рассмотрение его вопроса Центр избиркомом и дать ему время на проверку подписей. Ведь по предварительной информации ЦИК собирался признать 15% подписей недействительными. Он написал письмо главе Центральной избирательной комиссии, но изменит ли это что-то в случае, если установка уже дана по поводу единственного антивоенного кандидата? Это, по сути, выборы без выбора. Потому что война – это главный вопрос политической повестки сегодня в России. Можно даже сказать, единственный вопрос политической повестки страны. Если нет выбора по главному вопросу, если все кандидаты за войну, то это, извините, не выборы, а туфта, подделка. И избиратель это понимает. И поэтому соблазн понятен. Они хотели попробовать допустить кого-то антивоенного с тем, чтобы потом его эффективно разгромить. Но я тогда сразу же сказал, что я не верю, что они на это пойдут, потому что риски слишком велики. Слишком велик риск, что такой кандидат превратится в условную Тихановскую. Понимаете, эти выборы будут это будут, по сути, не выборы, это будет референдум по вопросу о войне и мире. Хочешь продолжение войны и всего того, что сейчас творится в стране, голосуй за Путина. Хочешь, чтобы это все закончилось, хочешь нормализации, голосуй за Надеждина. Сначала эту роль исполняла Дунцова, потом, после того, как Дунцову не допустили, остался Надеждин. Группа хакеров Prana Network взломала почтовые серверы иранской компании, на которых находился массив данных о производстве ударных беспилотников «Шахед», которые Иран продавал России. Благодаря этому удалось узнать, сколько денег Федерация потратила на эти дроны. В 2022 году был заключен контракт на 1 миллиард 750 миллионов долларов на 6 тысяч шахедов с оборудованием и программным обеспечением. Рассчитывалась Россия золотом, вышло чуть больше 2 тонн слитками. Выходит, что стоимость закупки шахедов у Ирана составляет
около 193 тысяч при заказе 6 тысяч единиц и около 290 тысяч при заказе 2000 единиц. Вместе с тем, в случае полной локализации производства по планам РФ на 2023 год с минимальной поставкой иранских комплектующих, прогнозируемая себестоимость «Шахеда-136» должна составить $48,8 тысяч за борт. Террористы напали на здание суда в Стамбуле. 6 раненых, в том числе 3 полицейских. 2 нападавших ликвидированы, говорит министр внутренних дел Турции. И еще он говорит, что нападавшие были членами леворадикальной организации «Революционная народно-освободительная партия Фронт». Группировка признана террористической в Турции, в Евросоюзе, в Великобритании, США и Японии. Через несколько часов стало известно, что один из раненых погиб. Соболезнования передал президент Эрдоган. Мои наилучшие пожелания нашему народу и судебным органам в связи с нападением, которое произошло рано утром в здании суда Чаглоян в Стамбуле. Я благодарю наши силы безопасности, которым удалось своевременно ликвидировать нападение. Мужчина и женщина-террористы были обезврежены нашими полицейскими до того, как им удалось осуществить свою злодейскую цель. Мы продолжим борьбу со всеми террористическими организациями и их сторонниками, без каких-либо исключений. Желаю скорейшего выздоровления нашим раненым и выражаю соболезнования одному из раненых, который погиб. Компромиссное соглашение о миграционном законодательстве оказалось близко к провалу. Республиканская партия перестала видеть в нем решение. А от этого пакета зависит и помощь Украине, и Израилю, и Тайваню. Сейчас представители республиканской партии заявляют, что им нужно больше времени на изучение законопроекта. Сенатор Роджер Уикер назвал предложение по соглашению мертвым, хотя раньше высказывался положительно в его сторону. Блокирование и неголосование за законопроект в среду повышает вероятность того, что его рассмотрение будет отложено на неопределенный срок, как минимум на 2 недели. Джо Байден уже заявил, что он разочарован тем, что республиканцы шли на диалог, а потом резко затормозили, ну а также тем, что это фактически забирает надежду у той группы людей, которую называют мечтателями, фактически тех, кого ввезли в Соединенные Штаты еще в детстве, это с 2012 года почти 1 миллион человек. Их предлагают депортировать. Так что мы можем многое сделать. И единственное, что меня разочаровывает, что мы не сделали в Сенате, это то, что я думаю, что пришло время, когда все эти молодые люди, которые приехали и теперь мечтатели. Это просто смешно. Вы можете себе представить? Вам 4 года, ваша мать идет через реку, а вы говорите: «Нет, мама, оставь меня здесь, я не хочу идти». Да ладно. Что, черт возьми, здесь происходит? И они становятся полноценными американцами, выполняют хорошую работу, они достойны. Так что нам давно пора проявить не только сострадание, но и немного мозгов. Немного мозгов в нашей голове, чтобы понять, что мы делаем. И, кстати, я просил денег на те машины, которые обнаруживают фентанил. У нас есть такие машины. Действительно, одной из главных проблем, которую выделяют в обеих партиях, это оборот наркотиков. Фактически бесконтрольное их попадание на территорию США вместе с мигрантами. Во время второго срока Трамп нанесет значительный ущерб США и миру, ущерб, который в некоторых случаях будет непоправимым. Об этом говорит его бывший советник по нацбезопасности. Трамп намерен выйти из НАТО, и он это сделает. Он сказал, что по вопросам национальной безопасности он хочет выйти из НАТО. Я думаю, он полностью намерен это сделать. Я думаю, что это было бы катастрофическим решением для Америки и целого ряда других вещей. Это очень мрачная перспектива видеть Трампа на втором сроке. Ситуация хрупкая из-за топлива, у которого заканчивается срок эксплуатации. Генеральный директор МАГАТЭ собирается в поездку на Запорожскую АЭС, а перед этим встретился с министром энергетики Украины. Я занимаюсь вопросами мира последние 40 лет своей жизни, поэтому я всегда настроен оптимистично. Я думаю, что мы должны работать день за днем, чтобы убедиться, что война закончится, что будет честный мир и справедливый мир, и что мы сможем это сделать. С моей точки зрения, у меня есть мандат, который очень конкретен, но имеет последствия в более широком смысле. Мы надеемся, что обеспечив защиту станции, не допустив радиологической аварии на фоне жертв этой войны. Мы внесем очень важный вклад в достижение хорошего результата после этой войны, который, как мы надеемся, наступит в ближайшее время.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Жду ваших комментариев, лайков и репостов. Как обычно, важна любая ваша реакция. Ну и не забывайте подписываться на наши каналы. На этом все, до встречи и хороших вам новостей.